Я Дмитрий Давидовский, Мотокович Про, и сегодня я расскажу вам про настройки руля эндуро мотоцикла и особенности его использования. Первое важное правило, о котором стоит знать, это положение рук. Рука на руль кладется следующим образом, чтобы предплечье, кисть и вытянутый палец на рычаг должны образовывать единую целую плоскость. За счет этого руки работают как амортизаторы и не раскачивают корпус во время езды, а сами поглощают все колебания за счет движения локтей. Когда локти опускаются, это движение уже не работает, и мы начинаем рулить рулем, вместо того, чтобы балансировать из стороны в сторону. При работе с ручкой газа мы берем ее таким крабовым способом, как бы сбоку. Не прямым хватом за руль, а именно сбоку. Это позволяет нам работать ручкой газа, как будто мы выворачиваем шуруп из стенки отверткой. Тем же самым движением, только одной кистью мы двигаем ручку газа. Никаких плечей опускаться при этом не должно. Только ручка, только кисть. За счет этого мы не цепляемся за ручку, оставляем присогнутым локоть и тонко чувствуем, насколько открывается и закрывается газ. Если мы берем ее прямым хватом, то, скорее всего, рука будет слишком сильно зажата и очень быстро забьется предплечье. Поэтому вот это движение помогает нам предотвратить лишнюю нагрузку на руки. Вот таким правильным движением можно работать с ручкой намного четче и спокойнее. При езде в эндуро рекомендуется держать палец над рычагом тормоза. Во-первых, у нас всегда под контролем рычаг, когда мы закрываем ручку газа, не надо вытаскивать палец, он уже под контролем. Во-вторых, это распускает кулак, да, он не так жестко держит ручку, меньше забивается рука. И в-третьих, когда у нас открыт газ, и мы находимся в оттяжке, закрывая газ, мы сразу чувствуем, что он закрыт тем, что палец коснулся рычага. То есть палец становится как поплавочек. Важным правилом считается, что мы при плоском положении кисти и предплечья беремся за закрытую ручку газа. И из этого положения открываем ее поворотом кисти. Если мы возьмемся за ручку газа сверху, и откроем ее, да, то есть опасность, что нас стащит назад, и ручку мы уже не закроем, просто нам не хватит кисти, чтобы закрыть ее. Передним тормозом рекомендуется пользоваться только одним пальцем, так как этого достаточно для дозирования тормозного усилия, а двумя пальцами, скорее всего, мы уже пережмем тормоз. В редких случаях, когда идут длинные затяжные спуски, тогда уже не хватает одного, и мы подключаем второй палец, но для обычного использования достаточно одного. Руль мы держим всегда в замке 3 пальцев. Это большой, мизинец и безымянный. Этими 3 пальцами грипса должна быть замкнута в замке, а точные пальцы, это средние и указательные, работают с выжимом рычагов. Правильная постановка руки на грипс, опять же, с плоской линии предплечья, кисти, палец вытянутый на рычаг. Только в этом случае мы можем нормально дозировать сцепление мышцами всей руки. Если кисть будет опущена, то силы одной кисти не хватает, чтобы выжимать сцепление, и это вызывает боль в предплечье. В эндуро есть правило, что контроль сцепления должен быть постоянным. То есть мы никогда не убираем указательный палец с рычага, даже когда он нам не нужен. Это позволяет нам держать локоть в нужной плоскости и в любую секунду быть готовым подыграть сцеплением на сложных участках. Таким образом, положение рычагов настраивается под плоскую линию предплечья, кисти и пальца, под один угол на 45 примерно градусов. Чтобы при падениях не ломались рычаги, используйте момент затяжки такой, при котором рычаг с усилием проворачивается. Либо пользуйтесь металлической защитой. Надеюсь, информация была вам полезной. Подписывайтесь на канал Stantex, приходите на тренировки в Мотокович Про и не забивайте ваши руки. И сегодня у нас в гостях представитель команды Hard Enduro.ru, которые были чемпионы России 2016 года по классическому эндуро. Илья Маликов расскажет нам несколько советов про то, как пользоваться с рулем, сцеплением, органами управления в настоящих реальных гонках. Привет! Основное наше направление – это Hard Enduro, но, как видите, я на кроссовом мотоцикле. Сегодня мы поговорим, чем, собственно говоря, отличается кроссовый мотоцикл от эндурного в плане органов управления на руле. Но если вы смотрите это видео, вы знаете, что слева у вас находится рычаг сцепления. Для чего он нужен? Не для того, чтобы переключать передачи, а для того, чтобы вы могли завестись, тронуться и заглушить мотоцикл. То есть любой тренер по мотокроссу скажет вам, что ни в коем случае не трогайте сцепление ни в поворотах, ни когда вы переключаете передачи. В эндуро, конечно, все по-другому. В эндуро сцепление работает каждую секунду
кроме тех моментов, когда вы валите на последней передаче по полю. А такого в хард-эндуро бывает очень редко, к сожалению или к счастью. Как обычно новички делают сцепление? Что они делают? Они берут руку и полностью всей лапой захватывают сцепление, переключают передачу, отпускают. Что могу сказать? Если вы будете много трогать сцепление для переключения передачи, у вас забьются руки. И если вы будете полностью держать так, то вы потеряете управление, да, потому что держать руль вот так вот гораздо сложнее, чем держать руль вот так вот. Основная причина новичков ошибок – это вот такие вот руки, да, то есть они вот так находятся. Руки нужно держать вот так, чуть выше, это и в повороте, и, собственно говоря, при движении, да, чуть в сторону. И поэтому, ровно поэтому рычаги ставится чуть вниз. Опять же, это настраиваться придет с опытом, как вам будет удобнее, а может и не придет. Я 2 года ездил, я не знал, как мне поставить рычаги, ну, теперь уже плюс-минус понимаю пару градусов, как их точно выставить. Резюмируем насчет сцепления. Если вы эндурист и вы эндурите, у вас затычный какой-то подъем, вы находитесь в камнях, у вас маленькие расстояния для того, чтобы разогнаться на подъем, да, вам нужно постоянно работать с сцеплением. Если вы где-то там в лесу ковыряетесь между деревьев, тоже работать с сцеплением, иначе вы будете глохнуть. Но если вы в кроссе, если у вас 4-тактный мотоцикл, то забудьте о том, что вам нужно тормозить с сцеплением. И когда вы в повороте выжимаете сцепление, вам кажется, что вы так поедете медленно. На самом деле вы убираете торможение двигателем и вы катитесь быстрее, вам нужно дорабатывать тормозом. Но при этом вы можете переключиться на пониженную передачу и тем самым проходить поворот с той скоростью, удобной, нужной скоростью, которая вам необходима. Вот. Поэтому в кроссе мы минимально пользуемся сцеплением, в эндуро это как бы камень грааля, основа основ, то есть то, что позволит вам прогрессировать. Для чего нужны защита, да, вот эти лепестки, которые в целом очень часто ломаются, когда мотоцикл бросают люди. Они двух видов, либо они крепятся через болт непосредственно к рычагу, либо крепятся вот здесь вот к рулю через пластиковый кронштейн. Эти лепестки нужны в кроссе для того, чтобы когда вы делаете массовый старт, для этого же нужна и защита, да, панцирь. Человек перед вами разгоняется и так называемо шприцует, из него летит комья грязи, маленькие камешки, гравий, и это все убирается. Если у вас нету лепестков, то у вас просто падает по рукам, вы их отдергиваете, бросаете руль и, как следствие, падаете. Поэтому, в первую очередь, для кросса это нужно для того, чтобы от шприцующих соперников, которые уже уехали перед вами. Вот, если вы все-таки решили, что вы эндурист и даже хард-эндурист, то уже здесь ставится гораздо более серьезная защита. На всех эндурных моих мотоциклах она стоит. Это стальная вот такая скоба и сверху уже пластиковая защита. Для чего это нужно? В первую очередь, когда мотоцикл вот так вот у вас катится, вы защищаете свои рычаги, потому что если вы едете хард-эндуро где-нибудь в Румынии, например, вы поехали на Романьяк, и у вас мотоцикл так полетел с обрыва, то ваша задача сохранить свой рычаг. К вопросу о том, что многие говорят, что ой, а я поставлю стальную скобу, и когда я воткнусь между баллонов или упрусь в бревно и перелечу вот так вот через руль, то у меня рука вот здесь сломается. Да, такие случаи были и в России, и в мире люди ломают руки. Здесь нужно помнить, что вы ставите его чуть-чуть вниз, также, да, вы пытаетесь исключить тот момент, когда вы летите через руль. И если все-таки вы летите через руль, вам надо понимать, что вы не держитесь до конца, вы вынимаете руки, вы же ноги расставляете, чтобы не удариться яйцами о руль. То же самое и с руками, то есть вам руки нужно успеть вынуть и покатиться кубарем, сделать сальто, поприветствовать фотографов, зрителей, поднять мотоцикл, вытащить его из застрявших покрышек или бревен и поехать дальше. Вот. Но если речь про руки, да, наверное, если вы боитесь их сломать, наверное, лучше ставить лепестки. Но в хард-эндуро эти лепестки вместе с рычагами у вас отвалятся достаточно быстро. Вот, поэтому, нужно выбирать. Все профессиональные гонщики, конечно, мы смотрим, Джонни Уолкер, Грахам Джарвис, они все едут с лепестками. И казалось бы, если профессиональные гонщики едут с лепестками, почему мы ставим эти вот коряги стальные? Все очень просто. Во-первых, профессиональные гонщики едут профессионально, то есть у них нет такого мотоцикла летит кубарем. А во-вторых, профессиональные гонщики, они едут за завод. И мотоцикл профессионального гонщика заводской команды должен выглядеть ровно так, как он выглядит в магазине.
Резюмируя по поводу защиты рычагов управления на руле, если вы кроссмен до мозга костей, то вам достаточно лепестков от летящего вас гравия впереди идущих спортсменов или кого-то вы догоняете, а он раз ваш приценул. Если вы все-таки считаете, что вы в душе индурист, то ставьте защиту. Стальная скоба позволяет вас защитить ваши органы управления от поломки. Или ваши руки, если вот здесь встретится какой-то небольшой сосенка или березка, то руль отвернется, но, по крайней мере, вы не сломаете себе пальцы, потому что ударитесь о дерево. А деревьев в эндуро очень много. Под правой рукой у вас всегда находится тормоз. Многие думают, что им достаточно тормозить ногой, и задний тормоз как бы справится с любой ситуацией. Но, конечно, это не так. Передний тормоз крайне эффективен, и его можно использовать, да его нужно использовать всегда, потому что переднее колесо заблокированное останавливает мотоцикл, а с задним заблокированным колесом можно еще ехать очень далеко. Можете как-нибудь попробовать на прямой затормозить задом, сколько вы проедете, и напереди, как быстро вы захотите перекувыркнуться. Правый рычаг точно так же располагается, как вам удобно, чуть-чуть вниз под управлением, сдвигается влево-вправо. У меня опять же стоит вот этот Midwest Mountain Engineering для одного пальца. Здесь точно одного пальца больше, чем достаточно. Более того, когда вы находитесь на мотоцикле, практически всегда у вас должен быть, кроме тех прямиков, когда вы едете, вам не нужно останавливаться, у вас всегда должен быть один палец на рычаге управления, чтобы в крайнем случае резко оттормозиться и им поиграться. А если его сильно пережать, то заблокированное колесо позволит вам катиться кубарем, и как раз то самое, когда нужно выкидывать руки, потому что вы уже летите за руль. Недоработка этим тормозом передним будет снижать вашу эффективность. То есть вы будете для торможения вам нужно использовать более длинную дистанцию, вы будете уходить из колеи, потому что не можете в нее оттормозиться правильно. И, конечно, в мотокроссе, когда важна каждая секунда, передний тормоз ваш друг и соратник, и им нужно уметь пользоваться. Кстати, отличие от эндуро, от мотокросса в рычагах практически не существует. То есть передний тормоз он всегда одинаковый. Самая важная вещь – это подушка. Многие ее снимают, им кажется, что зачем здесь лишний, руль красивый без подушки. Ваша грудь вам скажет огромное спасибо, когда вы придете в какой-то момент и стукнетесь просто вот так вот. То есть подушка нужна только для этой ситуации, когда ваша грудь бьется о руль. Вот здесь вот находятся две подставки, которые вы можете регулировать. Стандартно они рассчитаны на рост 175-180. Если у вас он меньше, вы можете ставить ниже. Если у вас выше, то вы ставите выше подставки. Вот у меня стоят они чуть выше, их здесь видно. То есть тем самым руль поднят выше. И в посадке сидя, когда я поворачиваю, когда я разгоняюсь, оттормаживаюсь, и в посадке стоя, у меня более естественное положение тела. То положение тела, которое должно быть по учебнику, по азбуке. Поэтому руль нужно, конечно, вам регулировать. Мой спич подошел к концу. Надеюсь, информация вам когда-нибудь окажется полезной. Вы ее посмотрите. Если у вас есть какие-то комментарии, замечания к тому, что я неправильно объяснил, или вы считаете по-другому, пишите это в комментариях, обсудим, подискутируем. Если вдруг вы поставите стальную защиту и каким-то образом повредите все руки, перелетев через руль и забыв вынуть, ни в коем случае мне не пишите. Я вас предупредил, что это на свой страх и риск. И увидимся на трассе.